Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня у нас передача, которая идет сразу, передача, которую мы снимали совсем недавно. Это была передача, посвященная любителям бронетанковой техники. Мы привезли очень интересный сегмент такой как бы рынка модельного. Это компания Макет. В прошлый раз мы познакомились с их моделями, немножко коснулись их особенностей, кое-что показали. Показывали на основе, допустим, 34-ки от компании «Звезда». Еще раз говорю, что специалисты уже об этом всем знают, я не открываю ничего нового. Просто наша передача позволит, так грубо говоря, моделиста, который перешел из первого класса во второй и хочет пойти в третий. Мы уже договорились о том, что есть варианты для того, чтобы приблизить свой прототип к выбранным, допустим, фотографии какой-то модели, и когда есть необходимость, допустим, дотянуть 34-ку до уровня фотографии. Для этого нужно использовать какой-то эти дополнительные комплекты выпускает компания Макет, в котором мы вас сегодня познакомим. Немножко вкратце, я уже говорил, что в прошлый раз показывал вам вот такую 34-ку с поздних выпусков с пушкой 85. Тут два комплекта находятся. Это то, с чего компания Макет начала. Потом она сделала много различных прототипов. А потом у компании родилась очень неплохая идея, и она решила сделать определенные наборы, которые помогут моделистам самим решить, что должно быть на выбранной ими модели. И они создали несколько таких интересных ветвей, с которыми я вас сегодня познакомлю. Первое, конечно, это то, на чем у нас ездят непосредственно наши танки. Это такие различные, такие три набора, где находятся опорные катки. Это самые ранние, средние, когда они были без обрезинки, и поздние спецованные, так называемые, которые характерны для танков Т-34, 85 поздних выпусков. Я вам не буду показывать все. Опять же, я так открою. И здесь вы видите такой литничек. Дают они крылья, передние и задние. И дают непосредственно набор, который соединяется таким образом. Приклеивается один к другому. Я думаю, что сложности здесь не возникнет, потому что тут нету даже инструкции. Тут и без инструкции понятно, что деталь А приклеивается к детали Б. Поэтому здесь ничего такого здесь нету. И здесь логично. Здесь еще они дают ленивец, который, грубо говоря, нет ленивец. Это у нас ведущее колесо, которое немножко другого типа. Характерно именно для танков ранних выпусков, именно 34-ок. Это я вам говорю, что, значит, здесь лежат три самые необходимые для выбора. Можно купить два набора и перемешать их. Это в том случае, если у вас нету такого набора, потому что я уже говорил, что в такой набор, как правило, кладут такие катки и такие Понятно, можно компилировать. Но если у вас, допустим, модель от компании «Звезда», то вы можете, допустим, на нее, и у нее находятся только такие опорные катки, вы можете купить набор таких катков, разбавить их, поставить несколько в ряд. Это будет тоже верно, потому что такие машины в фотографиях очень часто попадаются. Вторая, такая большая часть, то что это набор различных гусениц. Они были различной ширины, различного рисунка. И компания МСД дает их в таком виде. Сразу покажу, заглянем внутрь. Такие они идут такими сегментами. Естественно, они удаляются, соединяются в шип и проливается, лучше всего, конечно, супер сверхжидким клеем Тamiya. Проливать их, потом, как правило, все это, когда затвердевает, все это вместе снимается, красится, и потом уже после окраски одевается уже в конце. Здесь дается у нас, это у нас самые ранние, так сказать, гладкие, такие у нас траки. Потом, у нас есть различные
41 года с рисунком. Вот такая вот есть нижнетагильская. Вот танки оснащались вот такими гусеницами, гусеничными траками. Вот. И вот такие вот у нас есть 42 года. Вот такие вот есть гусеницы. Ну и также вот дается вот здесь вот полностью набор гусениц танка 34 упрощенного монтажа. Здесь дается полностью сама гусеничная лента. Вот она упрощенная, потому что делает так, как сейчас делают фирма ACM и новые модели Звезды, как делают, когда упрощенного монтажа, то есть это у нас получается вот это вот целиковая, это получается нижняя ветвь гусеница, такая же верхняя, а вот эти вот траки, которые даются отдельно, они идут вокруг ленивца и ведущего колеса. Вот. Единственное, что сразу обращаю внимание на то, что именно это не, как очень многие ошибаются, думают, что здесь идет гусеница и к ним даются здесь катки. Нет, катков здесь нету. Это именно гусеница. Что есть еще? Ну и самое вкусное, наверное, самая такая значимая часть, то, чем танк бросается в глаза, конечно, это башни. И вот компания Макет вот выпускает вот такое изобилие. Ну, я бы не сказал изобилие, то, что выпускалось. Вот она делает такие наборы, которые позволяют вам поставить эту башню, допустим, ну, очень часто многие рекомендуют, вот, допустим, такую вот башню, вот такую можно поставить, допустим, ну, опять же, вот если красная Сормова, допустим, танк, корпус больше всего похож именно в макете, то, например, на нижнетагильские машины, Урал-вагонзавод, это именно модели, которые делает компания Звезда. Поэтому можно спокойно взять оттуда, допустим, вот такой вот танк, вот такой вот, допустим, и поставить сюда вот такую башню. То есть можно скомпилировать. Это вот то самое, о чем я вам и говорил, что это когда можно с использованием вот каких-то дополнительных наборов можно привести вашу модель с небольшим затратом. То есть это не очень, эти данные наборы недорого стоят. Вы можете, грубо говоря, как была такая известная передача, тачку на прокачку. То есть можете, допустим, купить набор и к нему дополнительные наборы, которые позволят вам именно подогнать выбранный вами прототип под ту фотографию, именно с которой вы решили создать именно вот такой вот танк, потому что вы его вот увидели. Сейчас я немножко чуть-чуть отвлекся. Вот мы сейчас пройдем опять по башне. Вот у нас идет башня ранних выпусков. Здесь идет 3 видеоорудия. Это опять же вот то самое 57-мм орудие, которое было в танках «Истребитель», так называемые. Вот. И различные маски, которые применялись на этих башнях. Также есть различные башни, ранние, поздние башни танков Т-34-85. Вот, они есть вот здесь такие вот. Они все немножко друг от друга отличались наличием вентиляционных окошек, командирских башенок, выводов радиоантенн. Все это имело место быть. Вот красного Сормова 34-го, Т-34 42-43 года выпуска. Вот такая вот башня. Потом летая башня с командирской башенкой высокой. И вот башня Урал-вагонзавода. Вот такая вот башня. То есть вот можно, вот как я уже сказал, с использованием этих наборов модель, выбранная у вашего прототипа, наиболее максимально приблизить к оригиналу. Конечно, полностью вам не получится, потому что настоящий танк вам не сделать, но максимально приблизить более максимально получится. Также есть отдельный набор, который позволяет конверсировать выбранную вами модель в захваченные и используемые в своих войсках немцами. То есть есть немецкий так называемый сет. Это то, что обвес характерный для немецких танков. То есть это немножко другие, а вот, так сказать, бортовые экраны, забашенный ящик, командирская башенка. Здесь они дают обязательную инструкцию,
что куда приклеивается. Поэтому я думаю, что разобраться вам не составит труда. Ну, самое главное, я говорю, что найти фотографию вашего прототипа. Также они выпускают двигатель, знаменитый двигатель V2, который дизелек, который использовался именно на танках Т-34. Поэтому, если вам захочется изобразить танк на ремонте, этот набор вам в помощь. Вот здесь есть вот такая вот небольшой литник, опять же с инструкцией. Вот здесь мы вот так вот таким вот образом можно сделать. Ну, для этого вам уже придется очень серьезно распиливать моторное отделение сверху, делать его подвижным, поднимать, и поэтому здесь вас ждет много интересных вещей. Ну, конечно, все это делается. Вот. Что хотелось бы еще отметить, еще выпускает очень много интересного, та же компания Макет, выпускает она и различные наборы фигур в 35-м масштабе. Но я хотел бы обратить ваше внимание на интересный набор. Вот такой вот. Это реактивные минометы, так сказать, которые в полосе наступления перед атакой и выходом наших частей в прорыв в большом количестве устанавливались, и они именно имеют, грубо говоря, их привозили, монтировали, соединяли, и потом они давали массовый залп. Вот такая есть вот интересная вещь. Она, конечно, к танкам не относится, это просто то, что еще интересного делает в догонку к тому, что я сегодня рассказал, именно компания Макет. Также они выпускают русскую полевую кухню. Вот. Делают они набор бочек и канистр. Они, значит, это как бы русские бочки и канистры и немецкий образец. Отличаются они тем, что здесь вот идут различные немецкие названия. Но использовалось и то, поэтому тут каждый моделист волен сам для себя решать. Вот таким вот образом, что он будет использовать. Очень многие, это самый канистр очень много было на немецких танках, особенно начало периода войны. Вот. В конце войны очень часто бочки привязывали на моторное отделение, бросали танков Т-34, возили с собой. Ну и также вот делает два таких вот прицепа. Это вот любителям диорам. Если, допустим, рядом будет находиться полевая кухня, то может спокойно какой-нибудь обязательно вот такой вот, допустим, прицеп с водой. Я думаю, что ему тоже можно спокойно его поставить. Если, допустим, танк стоит на погрузке боеприпасов, то можно использовать вот такой вот какой-нибудь, поставить рядом полуторку, ЗИС-5, и можно поставить вот такой вот прицеп. Подведем небольшой итог нашему сегодняшней передаче. Сегодня мы вас познакомили, любителей бронетанковой техники. Мы охватили не полностью все то, что выпускает компания Макет. Она выпускает и самоходные установки Бизон, и Мардер, и танки Валентайн. Они очень здорово перекликаются с моделями от Восточного экспресса, они очень похожи на них. Может быть, компании используют одну и ту же пресс-форму, которую друг у друга, может быть, позаимствовали еще в 90-е годы, потому что этим пресс-формам довольно-таки много лет. Ну вот компания Макет, я сегодня именно остановился на такой очень живой теме. Любимые у нас это танки Т-34, очень много их на постаментах. И вот компания Макет производит не только в различных производственных сериях именно танки Т-34, но также выпускает большое количество дополнительных наборов, которые позволяют моделистам, используя эти наборы, доводить выбранные модели до нужного ими выбранного прототипа. То, что они, допустим, повстречали на какой-то фотографии или в каком-то ролике исторического какого-то сборника, исторического альманаха. Вот то, что я вам сегодня хотел рассказать. Надеюсь, вам передача данная понравилась. Конечно, очень больших тонкостей по отличиям 34-ок я вам совсем, как человек, занимающий авиацией, я вам точно там сказать не могу. Но все это можно найти по чертежам, большое количество чертежей в сети,
Очень много людей собирают модели, очень много специалистов по 34. Можете найти их на различных сайтах, на Scale Models, на Dish Models, на Тигриный угол, Ostfront. Сайтов большое множество. Можете там посмотреть, как люди собирают модели, что они для этого используют. На что будем сегодня с вами прощаться. Меня зовут Павел. Это был магазин Мир моделей. До новых встреч!